Остаются считанные дни до Нового года. Самое время украшать квартиру и дом. Предыдущий влог, который я показывал, был про путешествия, природу, новые открытия. Но сейчас, под конец года, мне хочется раскрыть еще несколько важных тем. Это бездорожье и ремонт автомобилей. В общем, все то, что мы успевали делать своими ручками. А таких моментов в этом году было огромное количество. Ну что ж, поехали! Переносимся с вами в апрель. В то время мы ремонтировали буханку после зимы. У вас машина интересная. Для тех, кто не в курсе, лобовое стекло на УАЗе устанавливается не на клей, а в металлическую рамку через резиновый уплотнитель. По периметру стекла есть бортик, который как раз и заходит в резинку, фиксируя стекло в рамке. Проблема начинается тогда, когда машина регулярно ездит по бездорожью. Со временем рамку может немного повести, она перестает быть геометрически ровной. Вынуть стекло из такой рамки, если при этом оно не треснуло, уже непростая задача, а про постановку нового вообще молчу. Грубая сила тоже не всегда помогает, особенно когда в тебе всего 65 килограмм. Эти осколки, кстати, мне очень потом подпортили жизнь. Но обдумывая даже ситуацию сейчас, другого способа снять стекло я просто не нашел. Но самое сложное – это именно установка стекла. Существует как минимум 3 основных варианта резиновых уплотнителей от разных заводов, и по факту тебе подходит только один. Какой именно, заранее понять невозможно. В интернете полно лайфхаков: силиконовые спреи, мыльный раствор, установка через шнур с постепенным вытягиванием. Все это мы, конечно, попробовали. Но момент настоящего осознания и какой-то беспомощности приходит тогда, когда ты перепробовал вообще все. Посмотрел все видео, использовал все советы, а результат все равно нулевой. В итоге на установку этого стекла у нас ушло 2 дня. И даже тогда мы смогли поставить его только после того, как частично подрезали уплотнитель. Слушай, вообще лакшери. Зашло, наверное, сейчас? Давай в ту сторону. Я думаю, да. Просто ты не по тем углом делаешь. Вот сюда его, вот в ту сторону тащи. Ну это смешно. Оно не работает, Дима. Ты еще мало раз пробовал. В итоге, как я уже сказал, стекло все-таки вставить удалось. И мы решили это отметить открытием сезона и классными покатушками. Однако все закончилось тем, что до леса мы так и не доехали. Вместо этого 8 часов подряд мы пытались вытащить друг друга из поля. Зато как следует опробовали новые полиспасты. Расстроились в итоге сильно, но через неделю, чтобы наверстать упущенное, решили проехать самый трудный отрезок пути с полуметровыми лужами. Ну, здесь лайт. Егор Сергеевич, почему вы не взяли чуть-чуть левее? Почему не взял тут? Не знаю, мне казалось, здесь все нормально объедет. Из плюсов буханки, конечно, то, что можно возить с собой гору инструментов и запчастей на все случаи жизни и чиниться по мере необходимости.
вот как в реальности выглядит заезд. Огромные лужи. Колеса моментально замыливаются. Лебедку приходится доставать снова и снова. Ты по уши в воде, весь мокрый и уставший, но при этом счастливый и рвешься вперед. Адреналин просто зашкаливает. Буханка, кстати, это самый адреналиновый автомобиль на бездорожье за счет посадки водителя. Газу! 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 Давай! А вот УАЗ Хантер намного более проходимый. Это мое мнение, но на самом деле я не понимаю, насколько объективен этот тезис. Дело в том, что с нашей буханкой еще не все в порядке по мотору. Из положенных 12 атмосфер компрессии у нас фактически осталось около 6, и в такие моменты она просто бывает не тянет. Но факт есть факт. Хантер кажется сильно проходимее. Нет, прошел, красава, помылся. Не, я думал, утонет. После таких выездов всегда бывают поломки. Так что переходим к ремонту. Откуда берется эта лужа? Это вытекает гидроусилитель руля. Но в бесконечном ремонте есть и плюс. При покупке УАЗа на вторичном рынке тебе в наследство достается целый комплект запчастей. Так, у нас маленький ремонт. Буду менять гидроусилитель руля у машины. Почему? Потому что старый ГУР воет как 1000 чертей. Здесь вот новый бачок. Здесь вот старый бачок. Там вдобавок еще радиатор стоит от Паджеры. Китайский насос ZF. В общем, система собрана своими руками. Поэтому сегодня попробуем поставить новый. Он, кстати, вот можно посмотреть прям. Ну, наверное, раза в 2 побольше будет. И даже, может, я соединю новый бачок и старый. В общем, конструкторский гений. Будем экспериментировать. Сделал дырку в подкапотное пространство, чтобы вывести кур и поставить его куда-то вот сюда. Наливаем жидкость гидроусилителя руля и смотрим результат. Все гипотезы, которые я думал насчет гидроусилителя руля, оказались нулевыми. По-прежнему в системе постоянно находится воздух, постоянно пузыри, воздух откуда-то попадает. Я сменил все шланги, поменял бачки. Видимо, это все-таки насос. Только поздно ночью я нашел причину и все-таки понял, что не так. Вот есть старый насос, и здесь есть штуцер. И именно в этом месте был подсос воздуха. Плюс вот здесь вот был порван шланг. В итоге, сделав вот такую систему, которая прямиком идет в ГУР, все прокачав, у меня все заработало. Следующий шаг — сделать нормальную схему. Nissan, кстати, тоже ломается, как и любая другая машина. Но по сравнению с буханкой это просто небо и земля. Здесь не нужно ничего придумывать, дорабатывать или изобретать заново. Взял, купил новую деталь, поставил и поехал. Когда в голове еще не сложилось идеального решения, как с помощью имеющихся инструментов быстро собрать и разобрать детали, иногда без помощников просто не обойтись. И как хорошо, что такие находятся.
А иногда бывает так, что ремонт настигает прямо на выезде. Этот выезд, кстати, стал последним для буханки в этом году. Димочка, ваш комментарий. У нас есть проблемы, мы будем пытаться их решить. Год назад все бензиновые шланги были полностью заменены, но за один сезон они рассохлись. В самый неподходящий момент подача топлива просто пропала. Хорошо, что мы смогли на месте все починить. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. Стой, 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 стой! Да не, оно не должно упасть. Ну, давай лучше выйдем из машины. Don't give up. Не двигается. Just hold on tight. Стой, 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 раму порвет. Это была моя ошибка с полиспастами, из-за которой чуть не порвался УАЗ Димы. Я неправильно рассчитал точку приложения силы. Но после того, как мы все поправили, буханку смогли быстро вытащить. Did everything that you thought you should. Да. Кусачки есть? Did it seem to do you any good? I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not Сейчас на буханке подкачиваю колесо раз в неделю и чиню проводку. УАЗ, как обычно, ранен, но не убит. Nissan полностью отремонтирован. А я с нетерпением жду следующего сезона. На этой ноте прощаюсь с вами. Спасибо большое всем, кто посмотрел это видео. Пока-пока. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time.